описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте. Глобальный сервер, третий день схватки в осаде, 45-й день сезона. И, собственно, второй босс. Второй босс гораздо менее мерзкий, чем первый, и здесь уже нам сопротивление не понадобится. Ну, во-первых, потому что оно не поможет. У босса есть иммунитет. Ой, не иммунитет, я имею в виду, что он игнорирует сопротивление, когда вот этим навыком пользуется. И то есть в одну цель вот это вот оглушение он будет бить всегда. Мы ничего с этим не сделаем. Единственное, что нам может здесь помочь, это, например, иммунитет. Потому что иммунитет не использует сопротивление. Иммунитет — это невосприимчивость. А он здесь только игнорирует сопротивление. Соответственно, иммунитет он пробить им не сможет. Но это редкое свойство, да, и все команды у нас будут здесь без всякого иммунитета, потому что бить он здесь в основном будет одну цель, очень больно. Вот этот навык его, бьет не так сильно и накладывает вот эти вот ослабления, но они нас особо так не волнуют, я бы сказал. Пассивный навык тоже тут есть, что он того же самого, кого мы поставим здесь впереди, будет бить, постоянно бить каждые полсекунды. Бьет он, кстати, довольно-таки болезненно, и нам нужно выживать. Это главная наша задача. Награды здесь те же, что за урон, что за рейтинг. Что по командам, я просто взял команды с прошлого босса и переодел их. У некоторых изменил состав, потому что там отпала необходимость в каком-то из героев. Давайте начнем с призыва. Я его по приколу собрал. Он здесь много урона не наносит, но зато он здесь что-то может наносить. Тайминги у нас здесь вот такие вот. Я специально собрал с Торином именно с Эрзеласом, то есть Тиамат не использовал, там Волка не использовал эксклюзивного. 700 миллионов они у меня нанесли. Схема снаряжения вот такая вот. Видим у меня, что здесь Лильванис плюс 3. Расстановка вот такая. Птенец здесь для того, чтобы он сначала его замочил, и чтобы Лильванис быстрее трансформировался. Такая у меня логика была, работает либо нет, не знаю. Эрзелас тут в качестве танка. И заставить его жить я почему-то снаряжением не смог. У меня связь стихий не прокачана до конца. Последняя ветка, может быть, именно это мне помешало. Поэтому я вынужден был здесь поставить оленя. Если у вас живет без оленя, то пожалуйста. Если у вас есть Тиамат, тем более. Штраф атаки, пожалуйста, и тогда думаю, что урон таким высоким не будет. Но у меня вот так вот. Эрзелас здесь в роли танка раздает немножечко атаки и, соответственно, урон, потому что Лильванис прибежит вот сюда. Ой, вот сюда. А он прибежит вот сюда. Поэтому он этот урон раздаст. Лильванис полностью в урон. Синтреля. Атака. Раздача ей не нужна, она не достает до Лильванис. Поэтому здесь, больше просто нечего поставить. Торин у нас опять же с этим щитом, да, с посохом ускорения, то есть раздает щиты, бафает урон. Олень вот такой вот. Бернейт вот такая. Она у нас на разломе. С сетом кукольника. Если у вас нету и Бернейт в том числе, ставьте, пожалуйста, например, Садака. Садак 3 раза бьет со своего навыка абсолютного, и поэтому неплохо будет разлом накладывать. В остальном все. То есть никакой специфики. Я первый бой покажу, как это происходит. У нас сейчас сначала умрет Тенчик. Затем босс начнет бить Эрзеласа. Бьет он довольно-таки, кстати, больно. Но с оленем получается вполне себе стабильно. Без оленя, вот честно, вот где-то через минуту умирал. Может чуть позже. Я уже там что только не выкручивал, не знаю. Я уже и мифики давал на выживаемость. Можете покрутить, и тогда получится без оленя, урона будет побольше. А так живет без проблем, естественно. Больше здесь, собственно, показывать нечего. Вторая команда — команда разъедания. Если у вас нету Сецедис, понятно, да, что мы ставим шмыгли, вообще без проблем. Тайминги те же, снаряжение все то же самое. Фурбата я поставил как пример того, что здесь может справиться, любой, кто более-менее неплохо выживает, потому что Фурбат у нас здесь, естественно, на танковке. Можно попробовать кого-то из разъедания поставить четвертого. Например, ту же самую Шмыгли. И вместе с Сецедис, может быть, они справятся еще лучше, то есть урона будет чуть побольше. Пробуйте, мне, честно, было лень. Схема снаряжения вот такая вот. Тайминги стандартные, те же самые. Расстановка вот такая, чтобы Фурбат хотя бы немножечко атаки раздал. Я не знал, какой ему сет одеть получше, да, он единственный, кто может еще больше увеличить урон Сецедис. Сецедис обычная, на урон. Сакридея обычная, на урон. И на раздачу, соответственно, и разлом, как обычно. Рук у нас здесь немножечко Сакридеи поднимает урон, и обращайте внимание, у меня здесь ускорение. Рейта вот такая вот, обычная рейта. И тот же самый код. В бою ничего такого не происходит сверхъестественного, набивают они
под 2 миллиарда у меня. В зависимости от ваших пробуждений, да, в том числе наличия отсутствия Сицилис там и всего вот этого вот, и снаряжения, и артефактов, конечно же, урон у вас может заметно отличаться. Следующая команда, это команда Ледяного Взрыва, она абсолютно такая же, как и была, то есть я вообще ничего не менял, единственное, что перед тем, как начать записывать, я поменял вот этот талант на урон, у нее было лечение. В остальном, та же команда, что я использовал на прошлом боссе, она здесь подходит идеально и справляется без проблем. Виньяра у нас здесь на танке. Можно поставить, конечно, Билдель, но лучше Виньяру. Все-таки у Виньяра есть иммунитет к контролю, и даже если босс сможет использовать вот этот навык, если у нас Виньяра, как обычно, промахнется, то по Виньяре оглушение не сработает. И тогда она может его зациклить вот здесь вот. И у нас будет нормальный бой. Фредгунда, как обычно, то есть с прошлой команды. Так, шину не помню, показал, нет, тоже обычная, с прошлой командой, на разломе и на уроне, соответственно. Сундук тот же самый, где он здесь, вот он. Урон они набивают 2 миллиарда. Вот с этим талантом, кстати, чуть-чуть побольше. Там 2.100, может там 2.200, как перекрутите. Живет Виньяра без проблем. Если пробуждение не 5, да, может быть какие-то проблемы и появятся, хотя мне кажется нет. И ускорение навыков тоже, может быть, сыграет свою роль. Но здесь 9 секунд босс дает нам, поэтому их вроде бы с запасом хватает. Если что, ставьте 2 кусочка одного сета и 2 кусочка другого. Тогда получается уже 40 ускорений. Плюс часы, плюс какое-то ускорение с рун. И тогда вы сможете успевать. Даже если у вас там нету пробуждений, либо с рун получилось маленькое ускорение. В бою опять же смотреть нечего, поэтому поехали дальше. Следующая команда, команда Горения. Схема снаряжения вот такая вот. Я за основу взял прошлую команду с прошлого босса. Тайминги вот такие. Почему 17? Потому что у нас здесь роль танка выполняет Джорн. Он у нас заливкой энергии заниматься особо не сможет. Я проверял в бою, вроде бы 17 секунд подходит более-менее, то есть ротация сохраняется нормально. Может быть, у вас будет не так, то есть можете тайминг ставить 18 на стандартный. Либо вообще 16 они смогут держать, но у меня не смогли. Потому что Джорн часто в оглушении. Пайкстон обычный. Карф обычный. Единственное, что сопротивление мы у всех убрали. Все перевели там в атаку, в урон, все как вот это вот, как обычно. Дурем не стопроцентный крит шанс. Не стал жертвовать атакой и крит уроном. То есть лучше переиграю бои побольше. И точности у меня здесь 126, ее достаточно. С учетом раздачи от Пайкстона. Ой, от Джорна я имел в виду. Джорн у нас здесь вот такой вот, он танкует. Точности ему побольше, чтобы побольше раздавал. Ну, ускорение как получится. В остальном на живучесть. И, соответственно, Синарел. Сопротивление ему, естественно, не надо. Можно побольше атаки, чтобы он раздавал побольше. Это я просто поленился убирать. Ну и, собственно, все. В бою показывать нечего. Котяра вот такой вот. В бою показывать нечего. Наносят они где-то... У меня наносили 1 200 000 000. То есть я думаю, что можно сделать, конечно, и больше. Но зачем? Зачем напрягаться? Если это такой босс, точнее такой режим, что здесь какой-то мотивации особо нету. Следующая команда, команда Ауры. Она у нас здесь такая же, как и была. Единственное, что здесь опять же сопротивление не нужно. Я его здесь особо не убрал. Тайминги вот такие вот. 18 секунд чисто из-за нее. Сопротивления нету, здесь все максимально в живучесть. У Ардред есть проблемы с выживанием. Поэтому все в живучесть. Здесь на снижение урона. Я ей пробуждение не давал специально, чтобы сделать вариант для всех. Еще раз скажу, сопротивления здесь не надо, можно все переводить там в атаку, вот в это вот все, в урон. Линкас вот такой вот, с прошлой команды. Таресия вот такая вот, опять же сопротивление, я забыл ей убрать, уберите ей сопротивление, поставьте там какую-нибудь атаку, либо очки здоровья. В остальном обычная Таресия. То же самое с Энелизис, сопротивление уберите, ну а здесь ей в принципе больше-то выкручивать нечего, она на урон именно характеристиками не влияет особо. И Дианта на разломе, тоже на раздаче. Все как обычно. Код тот же самый. В бою показывать нечего. Урон они набивали у меня 1 600 000 000. Можно, я думаю, что и больше, да. Но зачем? Еще один вопрос. Тот же самый. Зачем? Последняя команда. У нас здесь топчик, видим, да? Ну, тут, конечно, и герои такие интересные. Скажем так. Это у нас неустрашимые с прошлого босса. Тайминги вот такие. Единственное, что изменилось, я здесь их ограничил. Потому что у Кульвиды есть ускорение, и она в итоге убегает вперед. Я ее ограничил. Ну, по факту ей ускорение-то и не надо, собственно.
Расстановка у нас вот такая, нам здесь подстраиваться теперь ни под что не надо. Единственное, что раздачу кульвиды, атаки, да, сюда. И можно попробовать, конечно, на стенке, дать на раздачу тоже и поставить, чтобы двойная раздача была на куклу. Но мне кажется, настенка сама в урон, когда одета, она у меня, по крайней мере, больше наносит. Она максимум в урон, никакого сопротивления тоже уже не надо. Кукла максимум в урон. Она у меня +2, поэтому пока рано настенку переводить в герой поддержки. Джин. Маштур. Опять же обычный. И глубинный дар. Опять же обычный, сопротивление ему не надо. Глубинный дар отлично здесь справляется с тем, чтобы босса держать вот здесь вот весь бой. И при этом разлом он накладывает шикарно. Вот этой ракушкой. Я пробовал останки ведьмы на кульвиду ставить. Получалось на где-то 400-500 миллионов меньше. Если у вас нету глубинного дара, можно попробовать Репикаса. Не знаю, насколько хорошо он справится. У него все-таки хаотичный штраф к атаке. Плюс ко всему замедление тоже, да. Поэтому не знаю. И не стопроцентное срабатывание именно сбивания энергии. Так что он у нас хаотичный будет. Если совсем все плохо, то можете попробовать не Джина поставить там, либо какого-то голема, а поставить кота. Ой, кота, сундука. Сундук поставьте тогда, и может быть тогда справится. Если маштура нету, это частый случай, да, когда маштура нету, можно поставить Торина. То есть нам главное, чтобы кто-нибудь лечил. А то танк один не выживет. Особенно если это будет Репикас. Хотя, в принципе, глубинный дар тоже бы умер. Босс действительно много урона наносит. Бой показывать здесь, ну, нечего в бою показывать, поэтому просто скажу, да, что вот они 3400 набили. У меня пока что максимально. И мне этого более чем достаточно. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.